Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Хотя Экрин говорит, что этот пистолет не мой, ему никто не верит и думает, что покончит с собой. Они хватают Бестия за руку и вытаскивают его наружу, пытаясь прогнать. Когда его мать говорит Текину вызвать полицию, Текин говорит, что Текин не будет полицейским, а нашей семье будут говорить в прессе, нас опозорят. Он говорит, что лучше ее отпустить, она дочь убийцы. Бестий не принимает этого и говорит: позвоните в полицию. Потом приходит Керим и спрашивает, что здесь происходит. Госпожа Мехпария узнала о сбережениях Егита и говорит: на самом деле, я позволю тебе выйти замуж, чтобы поймать его в ловушку и получить его деньги, но ты знаешь нашу ситуацию. У Сейхера нет приданого на стороне, поэтому я не могу жениться на тебе вот так. Если бы у меня были какие-то сбережения, я бы немедленно женился на тебе. Когда он возвращается домой, Егит бежит за ним и говорит: у меня накопилось немного денег, я могу отдать их Сейхер в качестве приданого для нее. Сначала госпожа Мехпари говорит: ни в коем случае, а затем принимает это и предупреждает Егита, что это должно остаться между нами, если моя дочь узнает, все будет кончено, она его не простит. Егит соглашается принести деньги, и госпожа Мехпари говорит: теперь ты можешь называть Мехпари матерью, и входит в дом, говоря как зять. Когда госпожа Мехпари придет домой к Сейхер, пока она убирается и скажет ей сесть, не уставать, отдохнуть, я запишу тебя в агентство, тебя покажут по телевизору, а потом ты сможешь позаботиться о своей матери. Да. Сейхер говорит: мама, я не могу за тобой следить, что с тобой происходит. У нас нет на это денег, где ты их нашла, но она не получает ответа. Пока Бестия спрашивает Экрина, откуда взялся этот пистолет, все удивляются, когда Керим объясняет, что это было недоразумение. Каан задолжал кому-то большой долг и скрывает это от матери. Когда Бестия спрашивает, почему вы так с нами поступили, Керим отвечает: я провел тест на доверие и попытался посмотреть, что он будет делать, когда пистолет окажется в его руке. Текин смеется над ним и спрашивает, как можно так рисковать. Когда мать спрашивает его, должен ли он что-то сделать, Керим отвечает, что не может. Затем, когда он берет пистолет и направляет его на Экрина, все пытаются его остановить. Экрин умоляет его: пожалуйста, не делай этого. Керим нажимает на спусковой крючок, выводя пистолет из строя. Затем Керим стреляет в Экрина перед ними, говоря: браво, вы прошли тест на доверие, но это не значит, что мы будем вам полностью доверять, уходите. Когда Керим говорит Бестии прекратить эту ерунду, иначе случится что-то похуже, Текин просит его поговорить с твоей сестрой как следует. Когда Керим злится на эти слова и спрашивает, кто провел эту линию между нами, Бестия встает и говорит: я провел эту линию. Его мать отсылает Бестии и Текина и успокаивает Керима. Пока Керим находится в кабинете, к нему приходит Текин, притворяется, что он с ним, и говорит: если ты не скажешь матери и сестре, то, по крайней мере, поделись этим со мной, и я помогу тебе. Когда Керим говорит, что видишь, то и видишь, но есть что сказать, собери совет директоров на завтра, Текин спрашивает, почему так внезапно все в порядке. Керим говорит, что ты узнаешь завтра. Керим приходит к Экрин и говорит ей, что узнал, кто ее похитил, и когда она называет имя мужчины, они оба узнают его. Когда Экрин просит его немного довериться мне, Керим говорит, что если бы ты ему не доверял, тебя бы здесь не было. Текин звонит Фаруку и сообщает ему, что он запер мужской пистолет в сейфе, не осознавая, что у Керима упал пистолет. Мистер Фарук говорит: не пытайтесь это купить, вы привлечете к себе внимание. Пока Экрин разговаривает и беспокоится о письме матери, к ней приходит Азге и хочет переспать с ней. Но Экрин говорит, что это неправда, и сопровождает его в его комнату. Тем временем Керим улыбается, вспоминая приятный разговор с Экрин. Егит забирает все деньги и приносит их Гэже Мехпари. Затем, пока я задавался вопросом, можно ли нам было бы легче встретиться с Сейхером, госпожа Мехпари сказала: конечно, вы можете встретиться, мы поговорим об этом позже, давайте, идите, пока никто не увидел. Сейхер слышит звуки и смотрит наружу, но когда никого не видит, говорит, что это должно быть кошка.
Пока Экрин усыпляет Азге и укрывает ее, в комнату входит Керим и спрашивает, что ты здесь делаешь. «Я думаю, тебе нравится иметь проблемы с Бесте». Экрин объясняет, что произошло, и говорит, что я привел его сюда, потому что боялся того, что произойдет утром. Потом я спрашиваю Керима, почему ты не спишь в такой час? Керим говорит, что не мог спать, вернее, он стал таким после моего отца. Экрин идет на кухню и заваривает ромашковый чай, потому что знает что-то полезное для тебя. Затем они мило беседуют. Когда Есемин звонит Бесте и предостерегает ее от Экрина, Бесте приглашает ее в особняк. Когда Есемин вешает трубку, она говорит: «Я с радостью приду сюда, даже если это ад, когда я с Керимом, это как розарий». Керим сообщает на заседании совета директоров, что очень сожалеет о потере отца и передает слово своему адвокату. Текин удивлен, когда говорит, что начинает открытое голосование за то, чтобы Керим Сизбир стал президентом, освобожденным его отцом-юристом. Когда Керим спрашивает, есть ли у него что сказать, Текин ничего не отвечает и молчит. Адвокат берет слово и начинает голосование. Пока все голосуют, Текин силой поднимает руку, и Керим избирается президентом. Когда Керим говорит: «Если вы извините, нам придется продолжить нашу встречу», все уходят, а Текин вообще не двигается. Текин спрашивает его, позволит ли он это, и отправляет его. Мехмед поздравляет своего дядю Керима, говоря: «Я очень рад, что ты возглавил компанию». «Дядя Керим Мехмед, я люблю тебя, мой отец тоже тебя очень любил, он тебе очень доверял, я спрошу тебя о важном имени и назову имя Мустафа Гольджуклю, которое упомянул человек, похитивший Экрина». Дядя Мехмед говорит, что не знает его, но проведет расследование. «Тогда я вам кое-что скажу и говорю, я не думаю, что Весел причинит вред твоему отцу. Он будет рисковать своей жизнью, но не откажется от жизни твоего отца». Их отношения были очень хорошими. Экрин приезжает навестить своего отца. «У меня деловая встреча с человеком по имени Мустафа Гельджуклю, который ее похитил». Он спрашивает ее, знает ли она своего отца, потому что они также ведут дела со строителем из Гельджука. Но господин Вейзель только сожалеет, что поставил Экрина в такую беду. Экрин уходит, приходит Каан и приносит любимую выпечку мистера Вейселя, приготовленную его матерью. Господин Вейсел говорит, что вы стали жертвой клеветы, и говорит вашей матери, что я благодарю вас за выпечку, она занимает особое место в моем сердце. Когда Экрин Каан вышла, он подождал ее и сказал: «Давай вместе выпьем кофе». Когда Экрин рассказывает отцу о своих прекрасных воспоминаниях и говорит, что у каждого ребенка есть такое воспоминание о том, как его отец стоял позади него и похлопывал его по спине, Каан расстраивается. Когда Экрин это понимает, он извиняется. Каан говорит, что все в порядке, но то, что он говорит, его очень ранит. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.